Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня будем вязать вот такого вот гномика, магистра. Его я хочу подарить одному близкому человеку, который совсем недавно защитил диссертацию. Для вязания нам потребуется красный цвет, оттенок 100-08 и пудровый. К сожалению, этикетки не сохранилась, но вы можете использовать телесный или любой другой цвет, который подойдет для кожи. Я также использовала Alize Softy, белый цвет. Можно заменить на акриловую пряжу. Она необходима для формирования бороды. И немного желтого. Глазки 14 мм, они у меня полностью черные. Холофайбер. Потом потребуется картон, совсем немного. Мы его будем вкладывать в основание и в шапочку. По расходу пудровой пряжи ушло совсем немного, а красный потребуется около 70 грамм. Давайте приступим к вязанию. Давайте начнем вязать ручки. Первый ряд, 6 столбиков, кольцо амигуруми. Начинаем вязать с пряжи цвета пудры. Две воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. По кругу должно получиться 12 столбиков без накида. Из одной петли провязываем 2 столбика без накида. Первая прибавка. Следующую петлю провязываем вторую. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Третий ряд. Вяжем 3 столбика, одну прибавку 3 раза. По кругу должно получиться 15 столбиков без накида. 3 столбика. Прибавка. 3 столбика. Прибавка. 3 столбика. Прибавка. По кругу у нас 15 столбиков. Четвертый ряд провязываем 15 столбиков без накида. Из одной петли вяжем 1 столбик. Вяжем самостоятельно.
Пятый ряд будет немножко по-другому вязаться для правой и левой руки. Мы сейчас вяжем левую. Провязываем 12 столбиков без накида. Затем 4 столбика с одним накидом в одну петлю с одной вершиной. Первый столбик сделала, и второй, сюда же третий, и четвертый. У меня на крючке 5 петель, мы все их провязываем вместе. И нам осталось провязать до конца ряда 2 столбика без накида. Вот так выглядит наш пальчик. Следующий ряд. Вяжем 3 столбика, одну убавку. Комбинацию повторяем 3 раза. Первый, второй, третий, убавка. Первый, второй, третий, убавка. И последний раз. Сейчас по кругу у нас 12 столбиков. Седьмой ряд. Вяжем 12 столбиков без накида. Самостоятельно из одной петли провязываем 1 столбик. Затем в последнем столбике меняем нить на красный цвет. Это моя последняя петелька. Завершаем столбик красной пряжей. Затем ниточки подтягиваем. И вот этот вот пудровый цвет можно отрезать. Кончики связываем. Затем с 8 по 13 ряд мы вяжем по 12 столбиков без накида. 6 рядов вяжем самостоятельно. Я довязала 13 ряд. Вот так выглядит рука. Набиваем ладошку холофайбером. Его потребуется совсем немного. Затем складываем деталь пополам и провязываем 6 столбиков без накида за обе стенки.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Обрезаем ниточку и вытягиваем ее. У меня 2 ручки готовы. Вы свяжете вторую самостоятельно. Пальчики должны находиться посередине, когда вы будете сгибать детальку. Поэтому, если необходимо сделать столбики смещения, то провяжите их самостоятельно. На правой руке я делала 3 столбика смещения. На левой они нам не понадобились. Ручки готовы, теперь приступим к вязанию носика. Начинаем вязать нос. Берем пудровый цвет пряжи и делаем 6 столбиков кольцо амигуруми. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Из одной петли провязываем 2 столбика без накида. У нас должно получиться 12 столбиков. Третий ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 18 столбиков. 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза. Четвертый и пятый ряд вяжем по 18 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Шестой ряд вяжем 1 столбик, 1 убавку 6 раз. У нас по кругу должно получиться 12 столбиков. Столбик, убавка,
столбик, прибавка, повторяем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. Носик готов, необходимо наполнить его холофайбером. Затем убираем его в сторону. Для туловища нам потребуется такая заготовка. Возьмите картон и вырежьте из него круг диаметром 8 сантиметров. Приступим к вязанию тела. Берем красную пряжу и вяжем первый ряд. 8 столбиков в кольцо амигуруми. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 8 прибавок. Первая, вторая, третья. Продолжаем. По кругу у нас сейчас 16 столбиков. Третий ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавку 8 раз. По кругу должно выйти 24 столбика. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно еще 5 раз. Четвертый ряд вяжем 2 столбика, 1 прибавку 8 раз. По кругу должно получиться 32 столбика. Первый столбик, второй, прибавка. Два столбика, прибавка. Два столбика, прибавка. Повторяем эту комбинацию до конца ряда самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика, прибавка 8 раз. По кругу у нас должно получиться 40 столбиков. 3 столбика, прибавка. 3 столбика, прибавка. 3 столбика, прибавка.
Продолжаем самостоятельно. Шестой ряд. Вяжем 4 столбика прибавка 8 раз. По кругу должно получиться 48 столбиков. 4 столбика. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Седьмой ряд. Вяжем 48 столбиков за заднюю стенку. Ставим маркер. Поднимаем заднюю стенку петли и провязываем столбик без накида. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Я закончила ряд. С 8 по 10 ряд провязываем 48 столбиков. 3 ряда вяжем самостоятельно, без изменений. Из одной петли вяжем 1 столбик. Я закончила 10 ряд, вставила нашу заготовку туловище на самое дно. Теперь продолжаем вязать 11 ряд, 6 столбиков, одну убавку 6 раз. У нас по кругу должно получиться 42 столбика. Шесть столбиков. Убавка. Шесть столбиков. Убавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. С 12 по 14 ряд, то есть 3 ряда, провязываем по 42 столбика без накида. Вяжем самостоятельно. 15 ряд вяжем 5 столбиков. Одну убавку 6 раз. По кругу должно получиться 36 столбиков. 5 столбиков. Убавка. 5 столбиков. Убавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза самостоятельно. 16, 17, 18 ряд вяжем по 36 столбиков без накида. 3 ряда провязываем самостоятельно. 19 ряд вяжем 4 столбика, одну убавку 6 раз. По кругу должно получиться 30 столбиков без накида. Столбика.
убавка. Четыре столбика. Убавка. 4 столбика. Убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. 20 ряд провязываем по 30 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно без изменений. 21 ряд вяжем 6 столбиков без накида. Теперь берем левую ручку, прикладываем ее и начинаем провязывать вместе с телом. Вводим крючок в крайнюю петлю и вяжем 6 столбиков без накида. Затем 9 столбиков без накида. Прикладываем вторую ручку и провязываем 6 столбиков без накида. Нам осталось провязать до конца ряда 3 столбика без накида. Вот эту ниточку будем сразу ввязывать. Теперь 22-23 ряд вяжем по 30 столбиков без накида. Сейчас необходимо провязать до середины нашей спинки еще 2 петельки для смещения. Первую петельку провязываю красной пряжей, а вторую будем завершать под цветом тела нашего. Красную ниточку обрезаем, кончики связываем и провязываем 2 ряда пудровым цветом по 30 столбиков самостоятельно.
Наполняем тело холофайбером и затем провязываем еще 30 столбиков без накида в 24 ряду. В 25 ряду мы начнем ввязывать с вами нос. 25 ряд вяжем 12 столбиков без накида. Теперь прикладываем носик. Он у нас должен находиться посередине, поэтому при необходимости довяжите еще несколько петелек. Вместе с носиком провязываем 6 столбиков без накида. Далее до конца ряда вяжем 12 столбиков без накида. В 26 ряду также провязываем 12 столбиков без накида. Затем поднимаемся на нос, провязываем здесь 6 петелек и завершаем ряд 12 столбиками без накида. В принципе, в этом ничего сложного нет, поэтому вяжем самостоятельно. 27 и 28 ряд провязываем по 30 столбиков без накида самостоятельно. 29 ряд вяжем 3 столбика, одну убавку 6 раз. И не забудьте наполнить тело холофайбером. Три столбика. Убавка. 3 столбика. Убавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза самостоятельно. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. 30 ряд вяжем 2 столбика, одну убавку 6 раз. По кругу должно остаться 18 столбиков. Два столбика, убавка. 2 столбика, убавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза самостоятельно. 31 ряд вяжем 1 столбик, убавка 6 раз. По кругу должно получиться 12 столбиков. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Вяжем эту комбинацию до конца ряда. Забыла сказать, что нужно поставить глазки.
Прям под носиком ставим. Расстояние между глазками 2 столбика. Игрушку наполняем холофайбером. Нам осталось провязать последний ряд, 32. Вяжем 6 убавок. Затем делаем соединительный столбик. Нить обрезаем и отверстие стягиваем. Продолжаем самостоятельно. Берем красную пряжу и набираем 33 воздушные петли. У вас воздушная цепочка должна обхватывать так голову. Затем вяжем соединительный столбик, первую петлю цепочки. Одна воздушная петля. И далее вяжем столбики без накида. Вяжем до конца ряда. И в конце делаем соединительный столбик. Самостоятельно. Я закончила ряд. Сейчас начну вязать второй ряд. Вяжем также 1 воздушная петля, 32 столбика без накида и соединительный столбик. Второй, третий ряд вяжем одинаково. Я провязала третий ряд. Вот что у меня получилось. В конце делаем также соединительный столбик. Оставляем длинную нить для пришивания. И на гномике смотрится вот так. Теперь для кадемки нам еще необходимо связать квадрат и потом пришить их вместе. Вяжем квадрат. Необходимо 2 детали. Первый ряд 8 столбиков кольцо амигуруми. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 1 столбик, прибавку из 3 полустолбиков 4 раза. 1 столбик без накида. Следующую петлю прибавку из 3 полустолбиков. Столбик без накида, прибавка из 3 полустолбиков. Столбик без накида, прибавка из 3 полустолбиков. Столбик без накида,
и прибавка из 3 полустолбиков. Теперь третий ряд вяжем 2 столбика, прибавка из 3 полустолбиков и 1 столбик. Комбинацию необходимо повторить 4 раза. Два столбика, прибавка, один столбик без накида. Везде, где буду говорить прибавка, подразумевается прибавка из 3 полустолбиков. Так, комбинацию мы провязали 1 раз. Повторяем еще 3 раза. 2 столбика, прибавка, один столбик. Второй раз, 2 столбика, прибавка, один столбик. И последний раз 2 столбика, прибавка, и 1 столбик. Четвертый ряд вяжем 3 столбика, прибавка, и 2 столбика. Эту комбинацию необходимо повторить 4 раза. 3 столбика, прибавка, два столбика. Три столбика, прибавка, два столбика. И последний раз. 3 столбика, прибавка, два столбика без накида. Пятый ряд 4 столбика, прибавка, три столбика,
Повторяем эту комбинацию еще 3 раза самостоятельно. Шестой ряд вяжем 5 столбиков, прибавку и 4 столбика. Вяжем комбинацию 4 раза. Начинаем 5 столбиков. Прибавка. Четыре столбика. Это первый раз. Опять 5 столбиков. Прибавка. Четыре столбика. Это второй раз. Еще 2 раза осталось. И довязываем до конца вот этой стороны. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ниточку обрезаем. Наш квадрат готов. Вам необходимо провязать еще одну такую деталь. На второй детали нить оставляем, чтобы вместе провязать 2 детальки. Также по размеру этого квадрата необходимо вырезать картон. Я замерила свою деталь и вырезала квадрат из обычного картона. Он немного меньше, чем сама наша деталь. Затем берем желтую пряжу и делаем намотку. Необходимо примерно 10 раз обмотать вокруг 3 пальцев. Затем с одной стороны нитки нужно отрезать. С другой стороны берем длинную нитку и перевязываем нашу намотку на узелок. Я сделала узелок. Вот так выглядит сейчас наша кисточка. Берем еще одну нить и обматываем ее вокруг намотки. Затем также делаем узелок. Отрезаем лишнюю нить и кисточку подравниваем. Берем нашу детальку
и кисточку в середину детали. Вводим ниточку от кисточки и связываем кончики. Вот так у меня выглядит деталь на данном этапе. И кисточка, она должна немного свисать. Теперь берем картон и вторую деталь. Складываем их вместе и провязываем по краю за обе стенки. Сложили ровно детальки. Ниточку от одной детали нужно спрятать вовнутрь. Прикладываем друг к другу, вяжем столбики без накида. По углам вяжем по 3 полустолбика с одним накидом. Приступаем. Начинаем вязать следующую петельку. То есть мы сейчас провязываем столбики без накида, а в конце ряд завершим 3 полустолбиками. То есть заканчиваться ряд будет в углу. Выполняем самостоятельно. Вот так выглядит 2 детали наши. Теперь их нужно совместить. Прикладываем одну часть к другой и ниточкой, которую мы оставляли для пришивания, сшиваем 2 части вместе. Захватываем петли по периметру. Вот так оно у меня выглядит. Теперь приступим к оформлению бороды. Вам осталось сделать гномику бороду. Я почти это делала. Сейчас покажу. Для бороды можете взять акриловую пряжу, либо у меня, как у меня, Alize Soft. Ниточка длиной 22 сантиметра. Складываем ее пополам. Подхватываем петельку. Так. И вот эти вот кончики продеваем в петлю. Затягиваем. Вот таким образом делаем бороду на свое усмотрение. У меня примерно от носика 2 столбика отходит и вниз. Задействовано около 3 рядов. 2 ряда полностью, которые под носом шли, и немного 3-го ряда прямо возле носика 2 столбика. Выполняем самостоятельно, затем подстригаем бороду. По желанию можете ее вот здесь связать одной ниточкой. Вот такая игрушка у меня получилась. Надеюсь, у вас получился такой же результат. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!